Я не знаю ни одного человека, что не хотел бы быть счастливым. Все этого хотят. Но мало у тех, у кого это счастье есть. Абсолютно все люди ищут в жизни счастья. Бегают, суетятся, танцуют ритуальные танцы вокруг камня. Камня, который абсолютно каждый человек носит с собой за пазухой. И этот камень – это наш прошлый опыт. Прошлая боль, ошибки, обиды и та история, где ты был жертвой, дураком или героем, которого никто не оценил или разочаровал. Все мы носим этот камень с собой годами. И каждое утро, просыпаясь, думаем: а вот сегодня, наконец-то сегодня я его выброшу. Сегодня я начну жить по-новому. А вместо этого берем этот камень снова и идем с ним на работу. Вот смотрите. Мы все, абсолютно все ходим по кругу. Раз, два, три. Мимо одних и тех же проблем. Потому что носим с собой этот камень. А с этим грузом ты не можешь идти прямо. Ты все время будешь натыкаться на углы, будешь спотыкаться на ровном месте и каждый раз кого-то винить. Винить пол, погоду, правительство или несчастную судьбу. А камень, он твой. И ты его сам выбрал носить за пазухой. Ты говоришь себе: все вокруг, абсолютно все вокруг меня виноваты, а я такой хороший, бедный, несчастный, обиженный. Все вокруг плохие, такие, и думаешь, что так оно и есть. А на самом деле ты просто ковыряешь старые раны. Раны, которых больше нет. Они просто не существуют в природе, они растворились где-то там, в прошлом. Но все же всем нам трудно перестать его вспоминать. Прошлые обиды, прошлые разочарования. Например, то, как тебя обидели когда-то где-то в 5 классе. А этому обидчику уже 40 лет. И он давно совсем другой человек. А ты все еще носишь его в своем сердце и вспоминаешь. Носишь его внутри самого себя, как почетный орден своей собственной тупости. Душа человека, она, знаете, она ведь как птица. И ей все время хочется летать. А мы ее привязали к своему камню и говорим: давай, взлетай. А она дергается и не может взлететь. А ты такой: ну вот опять. Что-то все никак не летается. Жизнь – несправедливая штука. А вторая проблема: у большинства из нас нет в жизни никакой цели. Абсолютно. Ты встаешь утром, потому что звенит будильник. Ты идешь на работу, потому что надо платить кредит. Нужно выживать, нужно себя содержать, а порой нужно содержать не только себя, семью. А возвращаясь домой, ты идешь потому, что там у тебя холодильник. И это никакая не жизнь, это график движения поезда. А поезда не бывают счастливыми. Когда в жизни у тебя есть цель, камень, который ты с собой таскаешь, становится немножечко легче. Потому что ты вдруг понимаешь: прошлое – это никакой не груз, а это школа. И на самом деле ты уже давно сдал свой экзамен. Зачем тебе еще раз 300 раз переписывать одну и ту же самую контрольную? Или писать абсолютно один и тот же диктант? Все, что нам на самом деле в жизни мешает, это наше собственное эго, наши собственные амбиции. Эго говорит нам: я обижен. И это несправедливо, и я заслуживаю лучшего, и я заслуживаю чего-то другого. Но никто не задает себе вопрос и не спрашивает сам себя: а что, собственно говоря, я сделал в этой жизни для того, чтобы быть счастливым?
И знаете, если задать такой вопрос самому себе, то в большинстве случаев наше эго, оно замолкает. Потому что эго умеет только требовать и ныть. Хотите детскую практику? Прямо на сегодня. Выйдите на улицу, найдите какой-нибудь камень, любой большой камень, и напишите на нем маркером свою самую большую обиду, свое самое большое разочарование, а потом закопайте его в землю и сделайте шаг вперед. И идите дальше, не оглядываясь, потому что если ты оглянешься, то камень вернется. Ну, а если не оглянешься, то тогда ты станешь на килограмм легче. И твоя душа, возможно, наконец-таки полетит. Все ищут счастья в жизни, но мало кто его находит. И большинство людей по кругу, вокруг камня ходит. Тот камень в жизни – прошлый опыт. Ошибки, боль, сомнения, печаль. Они от счастья в сторону уводят, а годы убегают вдаль. Все эти раны кровоточат. И боль не успокоить, не унять, пока сам человек понять не хочешь, что незачем на прошлое пенять. Застынет жизнь, когда нет смысла, цели, и ничего совсем не значит. Уныло топчется на месте, а сердце тихо-тихо плачет. Но каждый шаг, пускай не смелый, к счастью, дает нам шанс подняться и идти. Увидеть цель и перспективу, чтобы это счастье в жизни обрести. Наша душа всегда стремится к свету. Лишь эго все это не дает. И только в тот момент, когда ты видишь в жизни смысл, счастье, цели, она, ликуя, отправляется в полет.